Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Мира вам и добра! И сегодня у нас агрогороскоп, обрезки садовых растений зеленых операций в июне 2023 года. Все расчеты по киевскому времени. Хочу сразу же уточнить. Обрезка сада летом проводится в случае, вот санитарный град или ветер сильно, можно обрезать. И вот мы сейчас с вами определим, какие дни. Ну и зеленые операции тоже в саду. Это обрезка зеленых частей растений. Плюс зеленые операции – это же на овощных растениях. В связи с тем, что очень много сейчас вопросов. И я сама наблюдаю, в течение суток у нас нарастает до 15 сантиметров на каждом растении огурцов и так далее. И пасынки очень сильно растут на томатах. Мы еще раз рассмотрели, что мы можем использовать уже во время растущей луны. Но напоминаю, обязательно заделывайте рамки, потому что в это время очень сильно много разных вирусов и грибков, вот этих всех спор грибковых заболеваний, которые уничтожают потом растения. Итак, давайте рассмотрим. Начало месяца у нас нельзя проводить зеленые операции. Во-первых, у нас, смотрите, в начале месяца это скорпион, это стихия воды. Тут при любой ситуации убывающая луна или же будет растущая, ни в коем случае нельзя, тем более у нас, смотрите, полнолуние. В полнолуние нельзя вообще ни в каком знаке обрезать. Завершается сожженный путь полнолуния 6, и вот начинается хороший период для зеленых операций. Пожалуйста, 7, 8 обрезаем зеленые части растений. Здесь же можно и санитарную обрезку садовых растений в случае, если в этом есть необходимость. Зеленые операции нужно завершить будет утром 9 июня. Желательно за 6 часов до 13, то есть вы можете спокойно где-то до 9-10 самое большее провести различные зеленые операции на растениях. Затем знак стихии воды. Вот убывающая луна, а нельзя. Вода очень быстро переносит различные инфекционные заболевания, грибковые тоже. Все это быстро инфицирует растения, и растения погибают. Заболевают, и затем, болея, и урожайность падает, и погибают постепенно. И вот это нельзя будет 9 обрезать уже после, желательно 9-10 часов, самое позднее. 10 и 11, когда завершится вот этот период знака стихии воды. И только после 16:30, а лучше к 17 часам, всегда давайте запас времени. И можно вечером вот 11, 12, 13, 14, 15 и 16. Вот смотрите, какой длинный у нас период, да? Вот он, очень большой период. Можно будет делать различные обрезки и в саду, и с растениями. И 17, обратите внимание, еще близнецы, 18 утром, тоже до 9 часов, еще можно провести зеленые операции. И все. Новолуние. Это хорошее время если для обрезки, если бы был знак или огненный, или знака стихии воздуха. Но в данном случае у нас знак стихии воды. Поэтому мы не обрезаем. Нельзя 18 уже после 9 часов утра обрезать. 19 и 20 нельзя зеленые операции. После новолуния растущая луна. Что можно сделать? Смотрите, отдельно выделяю. Знак льва. Зеленые операции на томатах, на овощных растениях, если есть пасынки, и их нужно удалять. Удаляем пасынки, и в экстренных случаях удаляем еще и нижние листья, допустим, на томатах. Если нет в этом необходимости, то пасынки, они очень быстро нарастают. Смотрите, 21, 22 и утром до 9 часов, тоже 23 проводим обрезку пасынков. Ну и то, что очень быстро растет и нужно убрать на овощных растениях. Бахчевые, овощные растения. Вот это у нас вот такой вот маленький островок. И еще у нас есть, дальше мы не можем в деве обрезать ни в коем случае. Смотрите, 23-го после 10 часов утра уже все. 9-10 это конечная точка. И 24-го нельзя, и 25-го нельзя.
Затем у нас еще один островок Весы. Это растущая луна. Только пасынки овощных или других каких-то растений. Все это только для обрезки. И обрабатывайте раны зеленкой. Вот это ваше растение спасет. Обрезали, обработали. И ваши растения будут нормально себя чувствовать. Смотрите, у нас знак стихии Лев – это огонь. Очень быстро засыхают раны. И Весы. Ранки засыхают. Далее у нас 28, 29, 30 мы не можем с вами проводить различные обрезки. Зеленые операции запрещены. Это и уже очень растущая луна. И здесь знак стихии воды уже будет работать в эти дни. Так что, пожалуйста, мы вот смотрели и испытывали вот эту часть зеленых операций. И только вот благодаря использованию зеленки нам удается наши растения сохранить живыми и здоровыми. Стараемся, конечно же, мало это делать, но только для пасынков. Иначе они нам просто заберут все силы и энергию от плодов, которые сейчас формируются на растениях. А теперь пришло время сделать скрин. Вот он наш весь июнь месяц, весь месяц на одном листике. Вы можете себе сделать пометки, когда что делать с зелеными операциями, обрезками, а когда нужно обратить особое внимание на то, что нельзя заниматься обрезкой в саду, на овощных растениях, на цветочных. Всего вам самого доброго, будьте здоровы, и здоровы ваши растения. Всего самого доброго, до новых встреч на нашем канале. Пока-пока. Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра. У нас знову агрогороскоп, і він присвячений обрізці садових рослин та зелених операцій на садових рослинах та на овочевих, квіткових інших рослинах. Це у нас агрогороскоп на червень 2023 року. Початок місяця у нас буде непрацюючий в плані зелених операцій. Не можна буде обрізати. По-перше, у нас повня 4 червня. Починається місяць в знаці стихії води. Ще й повня – це дуже швидке інфікування рослин, і рослини гинуть. Інфікуються, хворіють, і ми губимо ці рослини і не маємо врожай. Тому, будь ласка, ні в якому випадку тут немає значення перед повнею, немає значення який знак, тут не можна обрізати рослини, не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. І це, дивіться, буде 1, 2, 3, 4, 5, 6 закінчується період спаленого шляху місяця, і можна вже тоді розпочинати зелені операції. Ось зелені операції можна вже 7, 8 проводити в знаці Водолій. І продовжити можна, тобто і завершити, продовжити до 9 години, саме пізнє 10, а краще в 9 годині завершити обрізку зелених частин рослин. Далі вже знак стихії води. Інфікування дуже швидко проходить при будь-якій фазі місяця, тому уже 9, 10, 11 до 16, 30 не можна буде проводити зелені операції на будь-яких рослинах. А вже ближче до вечора 11, 12 та 13, 14, 15, 16 та, будь ласка, будьте уважні, 17 і тільки вранці до 9, саме пізніше до 10 години ранку, 18 завершуються зелені операції на всіх рослинах. Здавалось би, що молодик і можна буде використовувати час, якби був другий знак, а не знак стихії води, який в нас розпочинається в 13:59, то можливо було б це зробити. Але, будь ласка, не можна проводити зелені операції 18-го після, саме пізнє, це з 10 години, після 9-10 годин, будь ласка, до 9-ї, 10 година, це вже все, це червона лінія, будь ласка, не обрізайте. Отож, 18-го, після 10-го, 19-го та 20-го не можна проводити зелені операції. Ми розглядали
це питання про пасинки овочевих рослин. Вони дуже швидко ростуть. Протягом доби огірки наростають у нас до 15 сантиметрів. Сама рослина і пасинки дуже швидко формуються. І тому ми підбирали знаки, де можна тільки пасинки обрізати, для того, щоб вся енергія йшла на плоди. Це можна буде зробити в знаці вогню Лев 21-22, та знову ж таки 9 година ранку 23-го повинна бути завершення зелених операцій на овочевих рослинах. Це у нас якраз пасинки, для пасинків. Далі у нас період, коли не можна в діві обрізати рослини, не можна проводити зелені операції, і не можна буде 25-го. І знову ж таки для пасинків овочевих рослин 26-27, ще 2 дні є такі для овочевих рослин. Далі у нас період завершується місяць, коли не можна обрізати наші рослинки, будь-які рослини, не можна проводити зелені операції. Це знак стихії води, і вже це час, коли наближається повний місяць. Тому, будь ласка, у цей період не можна проводити зелені операції. Що ж, настав час зробити скрін агрогороскопу обрізки та зелених операцій в саду, на городі. Це стосується обрізка, до речі, зелені операції і на садових рослинах, а також, якщо сильний вітер був, чи град і поломані рослини, проводиться санітарна обрізка. Будь ласка, проводьте цю обрізку. Саме ось дивіться у цей час. Ось цей час саме найкращий для санітарної обрізки у саду. Тобто з вечора 11 по ранок 18 червня. Ми завершуємо сьогоднішній випуск. Його підготували Раїса Греченко та Олександр Волік. На все добре вам. Бувайте здорові!